Ассаламу алейкум. Алейкум салам. Я благодарю вас за то, что вы нашли время для нашего интервью. Также благодарю вас за то, что вы нашли время приехать в нашу республику. По откликам своих соотечественников видно, насколько им это приятно, насколько им это дорого. Благодарю за приглашение. С самого начала мне хотелось бы привести ваши слова, которые я отметила в одном из интервью, которое увидела в Ютубе. В раю нет конфликтов и претензий друг к другу. И в раю нет конфликтов и претензий друг к другу ни по земле, ни по языку, ни по происхождению. Мы стремимся именно туда. Там наша Родина, братья. И эту Родину нужно заслужить. Иншаллах, я прошу Всевышнего Аллаха, чтобы Он открыл наши сердца для более глубокого понимания ислама. Чтобы аяты Кур'ана, которые мы читаем языком, спускались ниже наших ключиц и доходили до нашего сердца. Они оставались только на лисане, только на языке. Именно это делает нас из муслимов му'минами, то есть из подчинившихся уверовавшими. У меня здесь сразу два вопроса. Угу. Могли бы вы расшифровать разницу между подчинившимися и уверовавшими? Хорошо. Первый же вопрос такой глубокий. На самом деле это мои слова, я подтверждаю, как глубоко верующий человек, что для всех нас, верующих людей, первым нашим домом является, конечно же, это рай, созданный Всевышним, в котором был поселен наш праотец Адам и мать наша Хава, или Ева по библейской традиции. И, естественно, это тоска по раю, это стремление вернуться и обрести близость к Всевышнему, его довольство, оно движет верующими людьми. Это основное стремление каждого верующего человека, вне зависимости от того, он иудей, христианин или мусульманин, ощущение того, что мы некогда обитали в раю и должны туда вернуться, это основная пружина нашей жизни. Вот. Что касается мусульманской концепции, подразделяющей верующих на муслимов и му'минов, она подразумевает разные степени веры по степени убежденности и по степени искренности. И первой ступенью прихода человека в ислам является это просто подчинение Господу и Его требованиям. И именно эта ступень называется ислам. То есть когда ты свои страсти, свой образ жизни подчинил требованиям религии. То есть ты начал делать намаз, ты начал сторониться харама, ты начал совершать хадж, выплачивать закят, держать пост, начал соблюдать границы между мужчинами и женщинами, которые предписаны религией, начал соблюдать отношения к родителям. То есть ты соблюдаешь все предписания внешние. Но что у тебя в сердце, кроме Всевышнего, никто не знает. И вот следующая ступень – это когда человек, кроме подчинения законам, обретает глубокую убежденность в своем сердце. И он настолько пропитывается, его сознание настолько пропитывается верой, что он становится ведомым Господом, ведомым предписаниями, ведомым любовью к Господу, настолько, что он каждую секунду своего пребывания на этой земле ощущает эту связь со Всевышним. Это уже степень более глубокой веры, когда он становится глубоко пропитанным этой верой. Ну и следующая степень – это когда он совершает намаз, идет по жизни, зная, что Всевышний за ним присматривает в любой момент, и такое ощущение у него, что он вот каждый момент находится прямо вот перед Господом, да, и это тончайшая связь духовная, она делает его верующим более высокого уровня уже, искренне верующим. Это уже как бы заслуживается долгими годами практики. Но после этого я хотел бы еще сделать акцент на
о том, что вот в раю нет конфликтов. На самом деле мы сегодня живем на Кавказе, раздираемым противоречиями национальными, религиозными, которые подогреваются со стороны, но у кавказцев есть вековая мудрость, будь то христиане, будь то мусульмане или иудеи, живущие на Кавказе. Мы веками жили вместе, веками жили, находя общий язык, избегая конфликтов, избегая острых углов. Но тем не менее, нас подталкивают, нас постоянно стравливают друг с другом, нас стравливают с окружающими народами, разогревают конфликты. Вот, пожалуйста, сейчас по всей России идет истерия антикавказская. Но мы должны помнить, что там, где наша Родина, настоящая, наша первая Родина, рай, созданный Всевышним для обитания человека, там нет конфликтов, там нет претензий, там нет обид, там есть только довольство Всевышнего и довольство наше своим Господом и той верой, и тем уровнем, который Он нам даровал. Поэтому, помня об этой Родине, мы должны ее экстраполировать на свою жизнь и стараться жить здесь так, чтобы, избегая конфликтов, заслуживать довольства Всевышнего. Машаллах, прекрасное наставление, спасибо. Тогда у меня сразу возникает второй вопрос. В этом сложном, непростом, противоречивом мире, когда оказываешься элементом всех этих политических мировых водоворотов, возможно быть мумином? Тоже этот вопрос, который волнует многих верующих. Как в этом противоречивом, конфликтном, полном зависти и обмана мире сохранять чистоту веры. И здесь я вспоминаю слова многих верующих людей, которые говорят, политика грязное дело, и верующему нельзя к ней приближаться. На что я отвечаю, политика и вообще даже бизнес и торговля становятся грязными, когда ими занимаются грязные люди. Но когда ими занимаются чистые люди, они приобретают кристальную чистоту, которая свойственна сообществу только искренне отдавшихся Господу. Опять-таки, я не делаю различий между мусульманами, христианами, иудеями. Я знаю, что есть огромное количество искренне верующих в каждой конфессии. И такие верующие на самом деле понимают друг друга. Они находят общий язык, что было как раз во время Кавказской войны. Я думаю, мы коснемся этого. Тогда у противоборствующих сторон, как с русской стороны, так и со стороны кавказской, уровень веры и уровень понимания религии был намного выше. Но сегодня в этом мире, сторонясь греха, сторонясь запретного, сторонясь харама, соблюдая предписания Всевышнего, можно и вести бизнес, можно и выстраивать отношения с соседями, можно и решать конфликты, можно и даже заниматься политикой по основному принципу. Для мусульман это основной принцип, который был предписан и в Коране, и повторен пророком Мухаммадом, мир ему благословение. То есть каждым своим шагом мусульманин должен подталкивать людей к одобряемому и удерживать их от порицаемого. То есть если человек и в бизнесе, и в политике, и в образовании, и в отношениях с соседями, и в отношениях с другими народами и конфессиями будет придерживаться этого принципа, можно всегда и нужно оставаться всегда му'мином в любой ситуации. Вы один из известнейших авторитетных кавказских политологов. Вас часто приглашают на разные медиаплощадки. Центральный телеканал для оценки и анализа ситуации по ключевым проблемным вопросам внутренней и внешней политики. И зачастую складывается ощущение, что вам одному приходится отстаивать свою точку зрения, которая идет вразрез с мнением всех оппонентов. Насколько это сложно в первую очередь в психологическом плане и каково чувство ответственности за каждое сказанное слово, когда его будут взвешивать все ваши соотечественники в первую очередь? Благодарю за добрые отзывы. Я думаю, что их еще нужно мне заслужить на этом пути. На самом деле здесь кроется несколько проблем. Первое – то, что сегодняшнее российское общество, к сожалению, пропитано до сих пор страхами и недоверием к Кавказу и к мусульманам. Конечно, это произошло не от того, что
большая часть россиян настолько они не любят Кавказ. Это произошло из-за известных событий. Это 2 чеченские войны, это взятие заложников, это захваты театральных, я не знаю, зданий, захваты самолетов. Это долгая контртеррористическая война на Кавказе, это взрывы в российских городах, это жертвы с обеих сторон, колоссальные, чудовищные жертвы. Эта память не стирается сразу, за одно поколение. И вам, абхазам, это должно быть известно, потому что сегодня свежи еще раны Отечественной войны в Республике Абхазия. Я имею в виду война начала 90-х за независимость. Но, с другой стороны, сегодня в России есть огромное количество недругов, недоброжелателей, которые разогревают эти старые обиды, ковыряют старые раны, не дают им зажить. Почему? Потому что они, демонизируя образ кавказцев, продолжая его демонизировать и продолжая разогревать страх и недоверие к Кавказу, они на этом или зарабатывают политические очки, как, допустим, Жириновский и вся команда его партийные, или они выбивают себе бюджеты, как, допустим, оборотни в погонах, такие нечистоплотные силовики, которые на борьбу с угрозой с Кавказа требуют все больше и больше бюджетов и осваивают их, да, так что у них оседают в карманах изрядно. Или это политики, которые хотят отвести недовольство российского большинства от, допустим, мерами по борьбе с ковидом, ограничениями, локдаунами, пенсионная реформа, вечная нехватка средств к существованию, разбитые дороги, разбитая инфраструктура, чтобы недовольство, копящееся у людей на этом направлении, быстро переводилось на врагов русского народа, в кавычках, на кавказцев. И в этой ситуации, конечно, ты, когда выходишь защищать доброе имя Кавказа, доброе имя мусульман, на тебя уже смотрят как на человека, который ломает всю эту повестку информационную, политическую, что ты один восстаешь против мнений большинства чиновников, большинства депутатов, большинства журналистов, телепропагандистов и так далее. И, естественно, здесь выверять каждое слово приходится, потому что стоит тебе один раз оступиться, тебя просто растерзают. Вы же видите, с какими выражениями лиц они кидаются на каждое слово в защиту Кавказа или в защиту мусульман. Это, конечно, тяжело. Это не просто, было бы лукавством сказать, что это делается играючи, да? Потому что любой кавказец, выходивший на ковер на любом чемпионате, да, я имею в виду бойцов единоборств различных, любой кавказец, выходивший на ринг, он знает, как тяжело выдерживать этот прессинг, давление со стороны зрителей, болельщиков, телекамер, комментаторов. Это нужно собираться психологически, это нужно мобилизовывать все свои силы, весь свой эмоциональный, интеллектуальный потенциал, всю свою нервную систему для того, чтобы не оступиться на ринге, не оступиться вот на телевизионной площадке. Но, к сожалению, я вот хотел посетовать на то, что на Кавказе катастрофически мало уделяется внимания нашим даже поколениям и старшим поколениям тому, чтобы готовить профессиональных журналистов, профессиональных адвокатов, профессиональных общественных деятелей, которые могли бы на этих же площадках защищать доброе имя Кавказа и мусульман. У нас больше увлечены ММА, UFC, вольной борьбой, кикбоксинг, бокс там и так далее, и так далее. Но завоевывая медали и прославляя Кавказ и Россию на спортивных площадках, мы не имеем возможности защищать Кавказ на площадках политических. И вот яркий пример — последний конфликт, связанный с избиениями и драками в метро, в которых априори обвиняют кавказцев. Вот сегодня у нас катастрофическая нехватка защитников, которые могли бы выйти на профессиональном уровне и объяснить, что Кавказ совершенно не таков, каким его представляют сегодня в СМИ, что Кавказ сегодня не угроза России, а наоборот оплот российского государства и национальной безопасности России.
Горские народы Кавказа представляют собой общность, связанную единством происхождения, менталитета, обычаев, традиций и в целом представляют собой общую схожую культуру. А можно ли назвать эту общность горцев от Дагестана до Абхазии единой цивилизацией со своими особенностями, отличных от других регионов Земли? И если да, то насколько нам сегодня удалось сохранить нашу самобытную культуру, несмотря на достаточно сильное влияние цивилизации? Конечно, все народы Кавказа от Каспия до Черного моря представляют единую кавказскую цивилизацию. Я об этом говорю часто и писал в своей диссертации и рассказываю на всех телевизионных площадках. Мы говорим на разных языках, мы можем исповедовать разные религии, мы можем придерживаться несколько отличных адатов в быту, но, тем не менее, фундаментальные основы нашего кавказского самосознания, они одинаковы. Это отношение к свободе, это отношение к своей земле, отношение к старшим, отношение к женщине, отношение к наследию предков. Потом вот буквально до этого интервью мы сейчас говорили со специалистами абхазскими о том, что даже понятие власти у нас одинаковое. То есть то, на что как бы распространяется, достигает твоя рука, и ты можешь удерживать в своей руке, понятие руки как символа власти, оно на Кавказе у всех народов оно присутствует. Даже вот эта ладонь на абхазском флаге – это символ власти, символ государственной власти. Поэтому, если бы мы, народы Кавказа, больше общались друг с другом, если бы мы как бы подвели общественную, культурную, политическую жизнь всех наших республик вот к этому единому общекавказскому знаменателю, нам было бы проще понимать друг друга. Но, к сожалению, народы Кавказа оказались насколько свободолюбивыми, настолько они оказались абсолютно неспособными создать, скажем, сплоченное сообщество, которое могло бы создать единое политическое пространство, единое экономическое пространство. Я не говорю о создании отдельного государства, я говорю хотя бы о таком сообществе народов, как Евросоюз, которые договорились о стирании границ, договорились о единых правилах, договорились о единой образовательной политике, вне зависимости от того, в каком государстве находятся сейчас народы Кавказа. Будь то Северный Кавказ, находящийся в России, будь то Абхазия, будь то Южная Осетия, будь то анклавы северокавказских народов, которые проживают в Грузии, это, пожалуйста, чеченцы, аварцы, или лезгины, аварцы, рутульцы, цахуры, проживающие в Азербайджане. То есть это все единое культурное пространство, оно могло бы существовать как Евросоюз, обогащая самих себя и свои государства, обогащая и Россию, и Абхазию как отдельное государство, и Грузию, и Азербайджан, превратив это в единое сообщество сотрудничества и взаимного развития. Вот Евросоюз для нас в этом плане очень хороший пример. Но, к сожалению, у народов Северного Кавказа недостаточно образования и стратегического мышления, чтобы идти вот этим курсом. У Евросоюза получается, у нас нет. Но Евросоюз тоже когда-то представлял собой такое сборище диких племен, варваров, которые разрушали Рим, от которых отгораживались там стеной, римское государство отгораживалось. Примерно та же самая ситуация сейчас Кавказ и другие государства, которые считают себя более развитыми, но тем не менее на Кавказе уровень политического самосознания тоже когда-то дойдет до того уровня, чтобы построить единое сообщество народов без границ и без взаимных претензий друг к другу. Руслан, а вот вам не кажется, что Кавказ — это единый живой организм, и если что-то происходит в одной его части, отрицательно даже, это автоматически отражается на другой конец, они связаны как будто незримой нитью прочной. Почему? Почему так? Ну, потому что Кавказ это же не просто, это не просто скалы, это не просто географические названия. Кавказ это человеческие судьбы. Когда мы приезжаем в Абхазию, просто на другой конец Кавказа, и вдруг обнаруживаем здесь и
исторические пласты, воспоминания о Мухаммад Амине, Наибе имаме Шамиля. Мы обнаруживаем здесь, как абхазы готовы были поддерживать имама Шамиля тайными тропами через перевалы Кавказа, шли к нему, чтобы поддержать его. Мы здесь обнаруживаем такие же адаты, как и у нас в Дагестане, или в Чечне, или в Ингушетии. Мы здесь обнаруживаем такое же уважение к женщине, к старшим. Мы обнаруживаем, что несмотря на разорванность государственную, несмотря на разорванность географическую, мы одно целое. То же самое, пожалуйста, народы Закавказья, которые впитали в себя огромное количество кавказских культурных пластов. Это и Грузия, чего греха таить, они огромное влияние северокавказской цивилизации грузины исторически пережили. Тот же самый Азербайджан, который вроде бы принадлежит к тюркской цивилизации, но он в огромной степени пропитан ценностями кавказских народов. Почему? Потому что огромное количество кавказцев вошло в состав вплоть азербайджанской государственности, азербайджанского национального строительства. Вот с древнейших времен, как бы выразиться более правильно, кавказцам будто была ниспослана божественное откровение. Они заключались не только в традициях, но вот это что-то духовное. То есть у абазов это апсуара, у адыгов адыгахапса, у ингушей эздел, у чеченцев нохчала, осетин агдау. К сожалению, я вот не знаю у всех остальных, но вот вы мне подсказали на днях, что у представителя народов Дагестана тоже есть, но это слово аламус. Намус. На наше слово аламус похоже. Ну, аламус это звучит по-абхазски, да? Аламус. Да. У вас это слово тоже есть. Это говорит о том, насколько близки наши народы. Ну, в Дагестане это звучит намус. Намус, и иногда «н» переходит в «л» на Кавказе. У некоторых народов Дагестана звучит ламус. Но это единый кодекс. Да, я уверена, что и у других представителей народов Кавказа тоже есть какое-то слово. Не являлась ли это определенной платформой, которая нас объединяла, и платформой, которая помогла более, если я правильно, надеюсь, выражаюсь, легко понять, принять священное писание, ислам? Очень проницательный вопрос, очень проницательное понимание сути происходившего на Кавказе. Мы, как верующие, знаем, что Всевышний не оставил ни одного народа, которому не отправил бы пророка. Веруя в эти откровения Всевышнего, мы знаем, что пророки были посланы и предкам абхазов, и предкам чеченцев, и предкам дагестанцев, и предкам тюркских народов, и предкам огромного количества народов на всей нашей земле. То есть Всевышний, милостивый, милосердный, не оставил ни один народ без своего прямого наставления на путь истины и справедливости, на путь служения Всевышнему. И раз нашим народам были ниспосланы пророки, то у нас было понимание о божественном откровении, у нас было понимание о том, как поклоняться Всевышнему и как обустраивать свою жизнь. И я здесь не вижу никаких противоречий в том, что кодексы чести, кодексы жизни кавказских народов, они абсолютно идентичны. От Апсуара до Намуса через весь Кавказ это единый кодекс поведения, это уважение к старшим, это любовь к свободе, это сохранение семьи, это неприкосновенность чести женщины, это когда твоя свобода и твои убеждения стоят выше по степени ценности, чем твоя жизнь. И это касается не только Кавказа, другие народы, и тюрки, и славяне, и европейцы, у них тоже были понятия о том, как обустраивать по кодексу собственную жизнь. Возьмите казахов, возьмите азербайджанцев, возьмите узбеков, да любой тюркский народ, возьмите славянские народы, тот же самый быт славян до Октябрьской революции, он очень был похож на
быт кавказцев, то есть такая подтверждающаяся традициями роль отца, как главы семейства, без разрешения которого нельзя было начинать даже трапезу за столом. Это роль женщины, которая была покрыта. Вы посмотрите любой фильм или хроники дореволюционной России, они абсолютно как бы выглядят по-кавказски. Русский хиджаб. Они абсолютно выглядят по-кавказски, и это единая как бы традиция христианская, иудейская, мусульманская, и единый кодекс понимания чести и достоинства у всех народов. Конечно, Кавказ сохранил его в более концентрированном виде, потому что горы, ландшафт, образ жизни суровый, постоянные испытания, постоянные войны, защита своей свободы, они заставляли горцев более концентрированно вгонять все эти правила в свою плоть, кровь и сознание. Иначе было не выжить. И именно этим отличается Кавказ, что другие народы уже как бы более расслабленно относятся к этим правилам, а для Кавказа это настолько это значимо, что Кавказ готов умирать за свои убеждения. Именно это пугает сегодня русскоязычное большинство, проживающее в России. Ну как так? Это же в современном мире это дикость убивать и погибать за свои убеждения. Но Кавказ именно таков. Таков, каким были и европейцы, и славяне, и другие народы много веков назад. Они тоже готовы были убивать и умирать за свои убеждения. Это нам кажется средневековьем. Да, викинги были такие, да, славяне были такие, да, европейцы времен крестовых походов были такие. Кавказ это сохранил, это реликтовая территория, которая сохранила такое отношение к жизни, смерти и своим ценностям. Но нам нужно учиться в едином государстве, в едином сообществе жить, уважая убеждения друг друга и не переходя в плоскость насилия по отношению друг к другу. Это я сейчас обращаюсь и к народам Кавказа, к своим соплеменникам, ну и, естественно, к представителям других народов России. Мы рассказали о прекрасной, на мой взгляд, о прекрасной стороне кавказских народов, но есть одно темное пятно, которое разрастается. Я бы хотела его озвучить. К примеру, в период русско-кавказской войны по различным источникам не было ни одного факта глумления над пленниками. Да, абсолютно. И если даже рассказывать о том, как они сражались с противниками, то это их характеризует, да и характеризовали их тогда как рыцарей, последних рыцарей на земле. Только что вы рассказали о многих достоинствах, чертах характеров наших народов. Тогда у меня следующий вопрос. Что происходит сегодня с некоторыми их потомками, которые попирают горские законы, священное писание? Кто люди, которые вытворяют те ужасы, о которых сегодня, стыдно сказать вслух, что именно происходит? Ужасы с представителями собственных народов. Кто делает эти пытки, похищения, убийства и так далее. И порой в содомической, наигреховнейшей форме. Благодарю вас за мужество в озвучивании всех этих проблем. На самом деле с Кавказом и с Россией, и с соседними государствами нашими творится страшное. То есть идет разрушение того общества, в котором мы жили, общества, которое охраняло кавказские ценности, ценности мужества, целомудрия, неприкосновенности жизни старших, безопасности старших, женщин, детей. И это разрушение началось со страшного эксперимента, который был реализован на всей территории Советского Союза. Это страшная бездуховность и атеизм, на который сделали ставку большевики и коммунисты. Я считаю, что две страшнейшие ошибки большевиков, при всем их порыве сделать жизнь человека более справедливо организованной, две страшнейшие ошибки коммунистов и большевиков, как их предшественников, это отрицание религии, борьба с религией, первое. И второе – это отрицание и борьба с частной собственностью.
эти две проблемы погубили мощнейшую державу Советский Союз. Китай одну из этих проблем, одну из этих ошибок исправил. Он вернул частную собственность и начал строить более процветающую, более эффективную экономику. Но в плане свободы совести Китаю нужно еще провести работу над ошибками, исправить это. И как наследие красного террора, как наследие уничтожения религии и духовности наших народов, мы получили продукт, это вот эта вот химера убийц, преступников, палачей собственных народов, которые появились на Кавказе, ну и в том числе на просторах России и соседних наших государств. За Кавказе это тоже не секрет. Оборотни в погонах существуют, и эта ненависть, она подпитывается страстями людей. Но если мы возвращаемся к периоду Кавказской войны, если вы правильно говорите, удивительное уважение у противоборствующих сторон, несмотря на то, что война была длительной, война была там больше полувека шла на определенных участках, на определенных с перерывами она и дольше шла даже. Почти вековая борьба Кавказа с Российской империей велась по удивительно пронзительным рыцарским законам. Когда, вот яркий пример у Толстого в повести «Казаки» описан, когда чеченцы через Сунжу, через Терек переплывают, и похищают в казачьей станице священника православного. Перепуганного священника они доставляют в чеченское село и показывают ему умершего русского пленного солдата и просят похоронить его по христианским обрядам, что мы, как мусульмане, мы не можем его просто так предать земле без отпевания. И священник, потрясенный, он проводит все обряды, он хоронит умершего русского солдата в плену сообразно христианским ритуалам, и потом чеченцы этого священника кормят, поют там до отвала, укладывают спать, и на следующую ночь они его переправляют обратно через Терек. То есть отношение даже к умершим, да, отношение к пленным. Пожалуйста, вот имам Шамиль выделил пленным русским солдатам старую заброшенную грузинскую церковь в аварском селении Датуна. Она была построена во время миссионерского влияния Грузии на Нагорный Дагестан в средние века, во времена правления царицы Тамары в Грузии. И она оказалась заброшенной после того, как горцы Дагестана полностью приняли ислам. И он отдает здание этой старой православной церкви пленным русским солдатам, чтобы они во время войны могли там жить сообразно христианским нормам и правилам и ритуалам. Они делали вино для церковных нужд, потому что православные причащаются вином и хлебом. Это один из ритуалов православия. Они рисовали иконы, что запрещено исламом. То есть воюющий имамат, самое суровое государство, с кем вообще сталкивалась Российская империя, казалось бы, с суровыми, строгими законами, который запрещает изображение живых существ, запрещает производство вина. Это все было дозволено русской православной общине на территории имамата. Что это, если не рыцарская, если не такая пронзительная терпимость, уважение друг к другу, охрана убеждений друг друга, этого пространства личного, пространства вероисповедания. И такое же отношение наблюдалось и со стороны царских офицеров. Вот, пожалуйста, вся русская литература, Толстой, Пушкин, Лермонтов, они пропитаны невероятнейшим восторгом и уважением по отношению к народам Кавказа. Потому что до этого в крепостной России они не сталкивались с такими примерами мужества, любви к свободе, самоотверженности и готовности умирать за свои убеждения и за защиту свободы своих соплеменников. К сожалению, это было утрачено из-за этого чудовищного эксперимента, богоборческого, античеловеческого во многом. Потом уже Советский Союз, конечно, приобрел более человеческие черты. Коммунистическая партия ослабила свою
нажим в борьбе с убеждениями людей. Но и слава Богу, сейчас у нас снова свобода вероисповедания и возможность восстанавливать свои убеждения и национальную культуру. Я бы хотела поговорить на тему Кавказской войны немного, 19 Да. века, вот в этот период. В одном интервью вы сказали, вся тяжесть Кавказской войны легла на плечи дагестанцев, чеченцев, черкесов. И действительно, наиболее мощное сопротивление царским войскам оказывали народы Дагестана, Чечни, Черкесии, в том числе этносы Абаза, Абхаза, Абазины и, конечно же, убыхи. Мгм. С чем это может быть связано, на ваш взгляд? Почему эти народы так яростно боролись? Почему не получалось найти какой-то компромисс с ними? Вы знаете, как бы, во-первых, эти народы были самые многочисленные на тот момент на Кавказе. Самые многочисленные. Я здесь не разделяю адыго-абхазский мир, я считаю его единым миром, как и нахско-дагестанский. Это два крыла Кавказа. Адыго-абхазская как бы культура и нахско-дагестанская культура. И несмотря на то, что мы друг другу родственны, как бы адыги и абхазы родственны друг другу и в войнах с дагестанцами, мы еще между собой, два крыла Кавказа, очень тесно переплетены. И именно эти народы, которые, во-первых, оказались многочисленными, которые переживали некоторый подъем и попытку освоить равнину, то есть после нашествий монголов, после нашествий Тамерлана, наши народы начинали выходить из ущелий, начинали осваивать равнину, чтобы хоть как-то прокормить растущую численность. И уже в горах не хватало ресурсов, земельных наделов, чтобы кормить растущее население. Выход на равнину совпал по времени с приходом на эту же равнину Российской империи. И вот эти два встречных вектора, да, тех народов, которые уже начали осваивать равнину, они породили ожесточение этой Кавказской войны. Ожесточение, потому что у этих народов уже начала складываться какая-то более-менее оформленная государственность. И когда вот ты ломаешь, да, как империя ломает встречное движение, которое готовилось, вызревалось веками, это порождает страшное напряжение, которое вылилось в то, что Россия на Кавказе завязла в самую долгую войну за свою историю. Россия ни с кем, ни со шведами, ни с немцами, ни с японцами, ни там, я не знаю, с кем она еще воевала, ни с персами, ни с турками не воевала столько беспрерывно. Вот безостановочно шла война. Самая долгая война, это, конечно, это российско-кавказская война. Что касается других народов Кавказа, которые меньше оказались вовлечены в Кавказскую войну, это опять-таки связано с естественным ходом истории, или они оказались на тот момент запертыми в горных ущельях, и у них еще не было такого вектора выхода на равнину, у них еще не было готова общественная структура к тому, чтобы выходить на широкие просторы, и они не сталкивались, у них не было в сознании еще такого противоречия с идущим навстречу вектором российской экспансии. Но как бы то ни было, все народы Кавказа, не только дагестанцы в войнах и адыго-абазинская, абхазская ветвь, принимали участие и карачаевцы, и принимали участие и ингуши, и принимали участие и осетины, поскольку на тот момент осетинская знать, как и абхазская знать, они уже были в исламе, и они хотели сохранить свое пространство, да, свое пространство власти, свое пространство убеждений, свое пространство мусульманского образа жизни. И мы видим по количеству ушедших, да, в хиджру, что ушли не только черкесы, адыги, да, не только чеченцы и дагестанцы, ушли в огромной степени абхазы, причем это ушла абхазская элита, потому что на тот момент именно элита под влиянием османского султаната уже была принявшая ислам.
то есть княжеские фамилии Абхазии. Это тоже, скажем, привилегированные фамилии Осетии, которые, осетинского общества, которые тоже уже успели принять ислам. Муса Кундухов, пожалуйста, один из, значит, людей, который инициировал движение мухаджирства и показывал дорогу на Ближний Восток. Поэтому как бы Кавказская война коснулась всех народов в той или иной степени, но больше она, как бы большим напряжением сил она легла на плечи тех народов, которые выходили в этот момент на равнину и боролись за свое жизненное пространство, потому что в горах прокормить растущее население было невозможно. Вот. Сегодня перед нами встают уже задачи другого уровня, потому что время изменилось, и политическая ситуация, и отношения с Россией, с соседними государствами Закавказья, оно принципиально изменилось. Поэтому мы должны говорить совершенно о новых реалиях нашего времени. У нас сегодня даже предметом спора является прошлое, постоянные упреки в сторону друг друга. Мы даже порой умудряемся национальных героев друг друга, нелестно о них выражаться. То есть, но я с вами согласна. Надо уже думать, чтобы строить завтра, надо уже думать сегодня. Конечно, но Путин даже, уж пусть это будет приятно нашим чиновникам, которые будут сейчас смотреть наше интервью, выискивая там какие-нибудь, я не знаю, нарушения закона, но мы говорим с уважением по отношению ко всем народам и конфессиям, да? Вот пусть будет приятно нашим чиновникам. Владимир Путин сказал, что несмотря на ожесточенную войну между Россией и Германией, сегодня Россия и Германия являются стратегическими партнерами. Несмотря на прежние войны между немцами и французами, французами и британцами, сегодня они стратегические партнеры по созданию единого пространства в Европе. То же самое народы Кавказа по отношению друг к другу, то же самое народы Кавказа с Большой Россией должны, помня о трагедии Кавказской войны, сегодня переходить к новому уровню взаимодействия, взаимного доверия и сотрудничества. И какие первые шаги стоит начать делать? Но, вы знаете, мне не очень нравится, когда чиновники навязывают народам Кавказа мифы. Мифы о добровольном вхождении Дагестана в состав России, мифы о добровольном вхождении черкесских племен в состав России. Да, это отдельные фамилии, отдельные владения входили в состав Российской империи. Но мы же видим по напряжению Кавказской войны, что значительная часть кавказского населения не готова была войти и принять законы Российской империи, что была напряженнейшая Кавказская война, что она вылилась в самую долгую войну за историю России. Просто так уничижать и сбрасывать с пьедесталов кавказских героев нельзя. То, чем занимаются наши чиновники, которых заставят Богу молиться, они и образ себе разобьют. Да? То есть нельзя, выстраивая единую гражданскую идентичность в России, единое правовое пространство в России, сбрасывать с пьедестала героев народов Кавказа. Почему? Потому что для нас это примеры, для нас они на самом деле герои, они наши учителя. И наши чиновники могли бы потрудиться и проделать более кропотливую, более сложную работу, как вплести кавказский героизм, кавказских героев и сделать его частью большой русской культуры. Ведь они и так уже были воспеты великими русскими поэтами и писателями. И Хаджи Мурат, и имам Шамиль, и герои адыгского народа, и герои Западного Кавказа, в том числе и Абхазии. Они нашли свое место в русской литературе, в русской культуре. Зачем их обратно выдавливать оттуда? Зачем их выталкивать и делать врагами России? Вот только-только это примирение, эта вот тонкая связь наладилась между сознанием кавказских народов, сознанием русскоязычного большинства. Мы должны эту работу продолжить, которую начали великие русские поэты и писатели, мыслители, в том числе декабристы, которые кавказские принципы свободолюбия
перенесли на российскую, на русскую почву. И на сегодня это возможно просто уважительным отношением друг к другу, которое было у наших полководцев, у наших воинов и со стороны Российской империи, и со стороны кавказских народов. Они уважали друг друга. Они уважали друг друга. И сегодня, как бы говоря о продолжении этой культуры взаимного уважения, мы должны подвести такую общую черту. Да, время противостояния кончилось. Да, это были герои кавказские, это были герои русские, которые погибали в этом противостоянии. И они на самом деле, многие вели себя мужественно и погибали как настоящие мужчины. Давайте мы будем как бы общим уважительным отношением к этим воинам относиться. И теперь мы идем дальше. Мы строим одну общую сплоченную страну, мы строим новое будущее, мы открываем новые горизонты. Почему чиновники не могут проделать эту работу? Почему они обязательно должны сбрасывать кавказских героев в пыль и навязывать какое-то собственное видение? Я говорю сейчас об оскорбительных для Кавказа строках в гимнах некоторых северокавказских регионов, как, например, в Краснодарском крае. Я говорю о попытках насаждения, навязывания памятника Ермолову в самих регионах, где проживают кавказцы. Я говорю о многих примерах, когда сама кавказская культура и вообще идеалы свободы, мужества, они уничижаются со стороны чиновников. Такое делать нельзя. Нельзя агрессивно так тыкать постоянно в раны кавказских народов, добиваясь агрессивного ответа, а потом говорить, вот, мы же говорили, что они дикари. Это страшные эксперименты, страшные как бы практика для современной России. Это добром может не кончиться. Поэтому я в очередной раз призываю чиновников и русских, и самих кавказских прекратить это страшное противостояние друг с другом и с простыми людьми, и начать строить единый общий дом, обеспечивая развитие всех наших народов. Тогда я, с вашего позволения, все равно закончу с вопросами по XIX веку. Возможно, ваши ответы принесут какое-то новое осмысление, можно будет смотреть с какого-то определенного другого угла. Чем, на ваш взгляд, было обусловлено стремление горцев к созданию единого сопротивления под предводительством имама Шамиля? И насколько это было сложной, выполнимой задачей объединить всех участников войны горцев под единым знаменем за борьбу за свободу? Вы задаете вопросы как кавказовед, с глубоким проникновением в проблему. Что касается горских обществ, вот это удивительно, что от обществ южнее Самура, те, которые сегодня остались в Азербайджане, горские народы, да, говорящие на дагестанских языках, лезгины, аварцы, рутульцы, цахуры, крызы, будухи, хинологии, джеки, хапуты, и завершая племенами Западного Кавказа, это те же самые убыхи, садзы, абхазы и так далее, они были организованы по единому принципу. То есть были вольные общества, были независимые общины, которые выстраивали свою политическую и общественную жизнь самостоятельно на основе, во-первых, своих религиозных убеждений, будь то христиане или мусульмане, и на основе адата. А адат был настолько детально регламентирован, что он утвердил намного раньше, чем это произошло в Европе, разделение властей. То есть кавказский адат требовал, чтобы в вольных обществах было разделение властей на законодательную, это народные собрания, когда весь народ собирался и утверждал какие-то нормы, законы для этого общества, на исполнительную, когда на 2 года, на 3 года выбирали тех, кто управлял этим вольным обществом, да, этим джамаатом, как дагестанцы называют.
А через 2-3 года его меняли, чтобы не произошло узурпации власти, чтобы не произошло консолидации власти в руках одной семьи. И, наконец, судебная власть, когда или по адатам, или по религиозным нормам осуществляли суд. И вот это разделение властей, да, а еще исполнительная власть делилась на гражданскую в мирное время и военную, когда военного предводителя выбирали только на период походов, только на период подготовки ополчения. То есть это разделение властей позволяло горцам сохранить свободу, равенство и не позволить одной фамилии, одной семье возвыситься и превратиться в такого самодержца. Тем не менее, на Кавказе начало происходить уже выделение княжеских фамилий, ханских фамилий, чему горцы сопротивлялись. Яркий пример – это произведение сказания о храбром Хаджбаре. Пусти мне кровь, старик. У меня болит здесь. Оно экранизировано, вы можете посмотреть, оно так и называется. Фильм потрясающе снят с точки зрения кинематографии, он снят профессионально. Там есть, конечно, некоторые неточности, но тем не менее его стоит посмотреть. Это борьба вольного горца, вольного горного общества Гидатль против хунзахского хана. Это аварцы в Дагестане. И напряжение этой борьбы в фильме передано очень хорошо. Когда хан пытается подчинить вольное общество, как некогда это делали русские князья и цари, пытаясь подчинить вольный Новгород, вольный Псков, которые жили тоже по адатам, похожим на адаты вольных обществ Кавказа. Это были такие Новгородская республика вольная, Псковская республика, а русские цари уничтожали их огнем и мечом и подчиняли себе, как они потом начали подчинять Казань, начали подчинять Кавказ. Это как бы история, она едина для, будь то там славянские народы, тюркские или кавказские. И вот кавказцы, долгое время оберегавшие, веками оберегавшие вот этот порядок, разделение властей, сохранение своей личной свободы, борьба с ханствами, которые пытались одной фамилии, одной семье все это подчинить, она общее для Кавказа. Напряжение этой борьбы, оно общее для всех народов Кавказа. И вот именно в этой борьбе, в этом противостоянии мы вышли к рубежу, когда началась Российско-Кавказская война, да, война с царской империей. И так оно случилось, что вот этот противоборствующий кавказский такой субстрат, этот кипящий кавказский котел вышел на рубежи новой войны, и первый бой царским властям дали князья кавказские. Это и кабардинские князья, и дагестанские ханы, и князья самой Абхазии. Но после того, как в первых битвах князья проиграли, они перешли на царскую службу. Многие получили там полковничьи генеральские погоны, получили жалования. И дальше уже вся тяжесть дальнейшей борьбы с экспансией царской империи легла на плечи простых горцев, вольных горцев, которых на Восточном Кавказе называют уздени, то есть от слова «özda» – свободные, «азад», да, свободные горцы, вольные горцы. И долгие десятилетия эту войну на своих плечах выносили свободные горцы, а княжеские фамилии уже были ханские фамилии были фактически на царской службе. Вот. И для князей война, первая попытка отстоять свою государственность, война с Россией, это была вот как раз попытка сохранить свои владения. Когда они поняли, что свои владения в качестве владетельных князей они не способны отстоять, они перешли на царскую службу и получили гарантии сохранения своего привилегированного положения. А для горцев, простых горцев, это была война за продолжение своего выживания и существования. Почему? Потому что это очень тонкий момент, его нужно объяснить. Кавказское общество очень сильно отличалось от того, как было организовано российское общество, и от того, как были организованы общества на Ближнем Востоке. Потому что, в отличие от крепостной России, в отличие от деспотичных режимов Ближнего Востока, на Кавказе
человек был не просто, горец был не просто земледельцем, он не просто обрабатывал землю, он был землевладельцем, то есть у него в собственности был надел земли, который делал его свободным человеком. Если у тебя была земля, ты мог кормить свою семью, ты был мужчиной, ты был горцем, ты имел право голоса, ты был гражданином своего микрогосударства. Если у тебя земли не было, ты был никто. Ты попадал в другой разряд подневольных, да, которые вынуждены были работать на чужой земле. Поэтому сохранить свой надел земли для горцев это было на уровне, знаете, сохранения своей чести и сохранения своей жизни. Поэтому напряжение Кавказской войны долго пытались царские чиновники, летописцы, офицеры описать. С чем связано такое сопротивление? Оно было связано не только с религиозным фанатизмом мусульман, как они писали, да, что вот эти хищники, мусульмане, они показали миру последний всплеск исламского фанатизма. Это летописи русских офицеров царских. Это было связано не только с требованием религии бороться за свою свободу. Оно было связано с фундаментальнейшим пониманием горца, что нужно коренными зубами держаться за свою землю, иначе ты перестанешь быть человеком, иначе ты перестанешь быть мужчиной. И вот это вот совпадение требований ислама и требований горской культуры, этики, вековой, спрессованной, что нужно бороться за свою свободу, за свою землю, оно породило вот это вот страшное напряжение Кавказской войны, с которым на протяжении почти века не могла справиться царская империя. Эту войну часто называют русско-кавказской войной. Насколько это правильно? В своих высказываниях вы практически не применяете слово «русские», как многие, и употребляете термины «Российская империя», «царские власти», «царские войска». Объясните, пожалуйста, почему вы не смешиваете эти понятия? Да потому что царская империя, она уже не была русской империей. Потому что русским народом уже управляли все кто угодно. Рюриковичи, это викинги, потом немецкая кровь в огромном количестве влилась в царскую фамилию. Вы посмотрите только на название. Петербург – это немецкое название, Петергоф – это немецкое название. Огромное количество немцев, Клюге фон Клюгенау, пожалуйста, на Кавказе, который воевал, барон Розен, они все немцы. То есть покорение Кавказа вели немцы, немецкие полководцы, вели грузины, вели армяне, князь Мадатов, князь Цицианов. То есть эта война была имперской против Кавказа, она не была войной русского народа против кавказских народов. Поэтому называть ее русско-кавказской, я считаю, неправильно, потому что сам русский народ, находясь в крепостничестве у царской элиты, он сам страдал от попирания своих прав и ограничения своей свободы. То есть русский народ на тот момент, он должен был быть союзником кавказских народов. Если бы не железная воля царской империи, Российской империи. Российская империя поработила сначала русский народ. Я рассказывал, как русские цари, сначала московские цари, вернее, покорили вольный Новгород, покорили вольный Псков. Я вообще сторонник более демократичного развития. Если бы это не победа московских царей, может быть, история России шла бы по другому пути, более открытому, более демократичному. Хотя верующий человек не может говорить «могла бы», у нас нет сослагательного наклонения. На все воля Всевышнего. Но я бы очень хотел, чтобы в России победила логика Новгородской и Псковской республики, а также вольных обществ Кавказа. Это сделало бы Россию более демократичной страной. И я хотел бы, чтобы эта логика победила и в Закавказье, чтобы сделать Закавказье более демократичным, потому что это гордость и цвет каждого народа. Подобные образцы демократического управления были и у тюрков, были и у грузин, были и у армян. И я считаю, что должна побеждать именно эта логика свободы, равенства, справедливости. Именно поэтому я не называю эту войну русско-кавказской. Потому что русский люд, русский человек, трудящийся на земле, он в этой войне должен был быть на стороне свободы, справедливости и защиты своей свободы и свободы кавказских народов. Как сказал известный российский журналист, общественный и политический деятель и ваш соратник Максим Шевченко, я процитирую, геноцид черкесов, адыгов Черноморского побережья Западного Кавказа – это одна из позорнейших страниц Российской империи. Вы согласны с такой позицией?
Я не использую слово геноцид, поскольку это очень страшное оружие массового поражения. То есть это оружие, которое массово поражает сознание людей и заставляет их на долгие века жить в парадигме противостояния. И я бы не советовал использовать его, я это и армянам советовал, когда они говорят о трагедии 915 года, не используйте слово «геноцид», потому что однажды, запустив слово «геноцид» на Кавказ, вы на долгие века запускаете ненависть и противостояние. Были войны, были восстания, были массовые жертвы, но не используйте слово «геноцид». В этом я со своим старшим коллегой и учителем Максимом Шевченко готов дискутировать. И я считаю, что нужно говорить о страшных трагедиях Кавказской войны, о страшных трагедиях и жертвах сталинской депортации, об уроках, которые мы должны из этого извлечь, о ранах, которые мы должны залечить. И я считаю, что для любого крупного государства такое как бы попытка исключить целые народы из развития государства, как были исключены адыги, как были исключены значительные части абхазского населения, как были попытки исключить чеченцев, ингушей, балкарцев, карачаевцев, крымских татар из логики развития советского государства. Я считаю, что на тот момент для руководства стран Российской империи и советского государства это были непозволительные, недостойные шаги. И мы должны как бы извлечь из этого уроки, и сами кавказцы должны добиваться того, чтобы подобных трагедий больше никогда не повторялось. Потому что и мухаджирство это тоже была депортация. И это пришло в голову не только самим российским чиновникам. Дело в том, что в отношении славянского населения тоже применялись такие методы. И просто царские офицеры и чиновники, а потом уже и сталинские, они просто переняли эти методы, которые применялись в других регионах, и в том числе по отношению к славянам. Но я считаю, что как мир осудил чудовищные преступления против человечности, точно так же должны быть осуждены преступления сталинской эпохи. Вы говорили, это потом через десятки лет кровавых сражений. Сражений и поражений русские мыслители и генералы осознали, что горцы это не индейцы. Горцы это не индейцы. То есть против царской империи поднялись не племена диких индейцев, а поднялась городская горская культура с развитой политической культурой, с развитой практикой мобилизации, взаимопомощи, с практикой производства оружия и сплоченной единой идеологией сопротивления. Через десятилетия только пришло осознание того, с чем столкнулась Российская империя. И только когда начали осознавать и менять практику, и включать горскую знать и, скажем, наиболее видных представителей горского сопротивления в российскую элиту, и приглашать их на должности, и доверять им уже полки, дивизии, и когда на должный уровень подняли горцев и сказали, вы достойны, чтобы быть частью элиты российской, вот такое отношение Кавказ уже подкупило. Да? На ваш взгляд, чем обусловлено такое изменение в отношении царизма к горцам и горцев к империи? Я даже удивляюсь, когда я успел столько всего наговорить, что вы меня цитируете как классика. Да, конечно, царская империя, когда пришла на Кавказ, она не понимала, с кем она столкнулась. Они думали, что они смогут покорить горские народы, как они покорили Закавказье, как они покорили впоследствии Среднюю Азию, как они покорили Казанское и Астраханское и Сибирские ханства. Но оказалось, что здесь люди другой закалки, другого качества. Да, ханы, князья, уцми, майсумы, эмиры Кавказа после первых столкновений быстро покорились и перешли на царскую службу. Но горцы, вольные горцы, уздени, это настоящее сокровище Кавказа, это настоящие уникальные просто примеры героизма Кавказа. Это то, чем Кавказ должен гордиться, это наше достояние. Они вдруг
всему человечеству показали, как сказал Энгельс, народы мира, учитесь у горцев Кавказа, на что способны люди, жаждущие остаться свободными. И, конечно, такие образцы героизма были у других народов, были вон самураи, были, пожалуйста, опять-таки славяне, были европейцы, но в таком концентрированном виде, уже в просвещенном мире, да, уже в развитой человеческой цивилизации, кавказцы одни из немногих, кто сохранил в таком нефильтрованном, чистом, спрессованном, концентрированном виде эту волю, любовь к свободе и жертвенность ради своих идеалов. Царская империя это осознала только впоследствии, через многие десятилетия, когда горцев начали описывать поэты, писатели, владетели русского слова, летописцы, хронографы и так далее. Когда начали описывать качество, структуру, принципы организации вольного общества. И как любая империя, царский режим, скажем, да, царская элита российская, она просто начала подкупать горцев. Горцы, несмотря на всю свою сконцентрированность и волю к свободе, они тоже оказывались людьми со своими слабостями. Находили среди горцев людей со своими слабостями, подкупали их, подкупали даже ученых на Кавказе. Вот один из ученых на Кавказе, учитель имама Шамиля, был подкуплен. Ермолов писал в своих хрониках: вы даже не представляете, с каким усердием он начал сотрудничать с нами, усугубил свои старания к сотрудничеству с Российской империей, передаче российским властям, российскому командованию сведений о том, что происходит внутри имамата, после того, как он узнал, что мы ему определили жалование. То есть ученый начал получать деньги от Царской империи, и усугубил он свои усилия к тому, чтобы снабжать Российскую империю своей, значит, конфиденциальной информацией о том, что творится в имамате. Естественно, среди горцев, среди офицеров, то есть среди воинов, наибов, мюридов были люди, которые покупались на это и начинали отходить от Шамиля, и они получали жалования и более гарантированные условия развития своей карьеры в ранге офицеров и генералов царской армии. И во многом это переломило ход Кавказской войны. Потому что у имама Шамиля не было столько ресурсов, чтобы обеспечить амбиции, во-первых, обеспечить потребности самой войны и развитие имамата, и обеспечить, там, я не знаю, образование, уход за здоровьем, там, сельское хозяйство, производство оружия, производство всех предметов быта, и одновременно обеспечить растущие амбиции элиты самого имамата и растущего населения имамата. Эта разница в ресурсах определила исход Кавказской войны. Ну и второе, героизм горцев Кавказа на полях сражений Первой мировой войны в составе дикой дивизии, он, конечно, является тоже гордостью Кавказа. Это наши сыны, наши предки, которые овеяли себя славой уже на службе русского государства. Но это удивительное качество кавказцев. Их куда ни направи, они везде проявляют героизм. То есть они проявляли этот героизм и на службе османского султаната, они проявляли этот героизм и на службе иорданского короля. Я вот, пожалуйста, приводил в пример чеченского генерала, который стал дважды героем Иордании в арабо-израильских войнах. И, как ни странно, проявляет героизм кавказцы и на службе сегодняшнего Израиля в бомбежках палестинских деревень. Там остались потомки мухаджиров в Израиле. Они переселялись на земли османского султаната, когда Палестина входила в состав османского государства. Но сегодня оставшиеся там деревни попали в состав израильского государства, они проявляют героизм на службе израильской армии. Это удивительное качество кавказцев, что нехватка знаний в том, чтобы понять, с кем можно сотрудничать, с кем нельзя сотрудничать, где нужно проявить терпение, где нужно пойти на мирные условия, где нужно сложить оружие. Этого всего кавказцам не хватает. Кавказцы вечно воюющий народ, качество которого использует любая держава.
Понимаете, кавказцы как драчуны, подростки. Вот куда его не поверни, он будет там махать кулаками. Сюда поверни, он будет махать кулаками. Там, поверни его против учителя, он будет кидаться на учителя. Это подростковое, да? Поверни его против, там, не знаю, старика, он будет в сторону. К сожалению, вот кавказцы, которые потеряли ориентиры в мире, какие народы являются для нас более дружественными, какие не являются дружественными, какие государства стоит поддерживать, какие не стоит, кавказцы на службе любого государства проявляли этот героизм. Поэтому нужно повышать уровень образования, нужно восстанавливать этические нормы кавказцев, да, что безоружных нельзя бомбить, там, что такие-то, значит, слои населения нужно защищать, что в этот исторический момент нужно помочь, к примеру, там, даже если это сталинский Советский Союз, кавказцы должны были воевать против фашизма. Должны были, потому что фашисты ставили себе цель именно вот уничтожения огромных количества народов на просторах Северной Евразии. Вот несмотря на то, что это был атеистический, богоборческий режим, уничтожавший религию, в тот момент кавказцы обязаны были сражаться за уничтожение фашизма. В составе царской империи, да, против агрессии империалистской Японии тоже кавказцы должны были помочь царской империи сражаться, на мой взгляд, потому что уже логика развития самих кавказских народов, она шла в логике единого государства. И на тот момент царская империя гарантировала горцам, что их не берут в армию, то есть массового рекрутинга не было, гарантировала свободу вероисповедания на тот момент и гарантировала, что не будет ограничений на посещение святых мест в Мекке, в Медине, и не будет ограничений на строительство мечетей. Вот в тот момент, пока царская империя этого придерживалась, естественно, мусульмане могли выступать в защиту российского государства, как мухаджиры из Мекки первой волны выступили на защиту христианского государства Абиссинии, которое дала им безопасность. Это мудрость, широта мышления как бы мусульман, которые умеют заключать стратегические союзы, которые умеют быть благодарными тем странам, в которых им гарантируют свободу вероисповедания. И эта проницательность должна быть у мусульман, чтобы наперед, на несколько шагов видеть, как должны развиваться их народы. Но сегодня, к сожалению, у народов Кавказа этого знания недостаточно. И мы должны, наше поколение должно эту проблему решить. По словам нашего абхазского историка Руслана Гожеба, одна из основных причин случившейся трагедии заключается в том, что у нас, хотя и были мудрые люди, но все-таки не хватало образованных людей, способных оценить масштабы угрозы со стороны Российской империи. Также российскими историками, уже находившимися на тот момент в почетном пленении, имаму Шамилю приписывают словам, что если бы он знал, что Россия столь велика, то он не стал бы так упорно воевать с ней. Как вы считаете, можно ли было избежать трагедию Кавказской войны? Могли ли горцы избежать сопротивления, мирно покориться? И как некоторые народы Кавказа, как им найти точки соприкосновения во избежание кровопролития? Я не готов принять эту версию о том, что имам Шамиль сказал: если бы я знал, какова велика Россия, я бы с ней не воевал. Потому что имам Шамиль был высочайшего уровня образования лидер и ученый. Естественно, имам Шамиль имел представление о том, какого размера Россия. Но как мусульманин, как горец, он выбрал путь защиты свободы своего народа. Прошу прощения, Гожбу мы процитировали до момента, что нам не хватало определенного образования. Да, я сейчас не говорю, что это Гожба сказал. Да. Я говорю, что в современной русской кавказоведческой литературе существует этот миф, что якобы имам Шамиль это сказал. Даже если с его уст слетали эти слова, я, конечно, рядом не был, я убежден, что имам Шамиль знал о масштабах России, знал о потенциале России, знал о географических размерах России, потому что он был одним из высочайших образованных людей не только Кавказа, но и всей остальной России, поскольку он учился у величайших ученых Кавказа, которые получали образование у более широкого круга ученых Ближнего Востока. Но то, что большей части горцев не достает образования, вот здесь я с историком Русланом Гожба согласен. Большая часть кавказского населения, она
недостаточно образована. У нее нет достаточного кругозора для того, чтобы отслеживать далеко идущие тенденции развития окружающих народов. И на тот момент не все горцы понимали, куда идет Россия, какого потенциала уже Российская империя стала державой, какую роль выполняют западные державы, османская держава, персидская держава. Если лидеры понимали, имам Шамиль, имам Гази Мухаммад, имам шейх Мухаммад Яраги, то простым горцам не доставало этого знания. Я с этим согласен. И сегодня мы должны резким рывком выскочить на новый уровень. Что касается, должны ли были горцы сопротивляться, на Кавказе существовала и другая логика, то есть были те ученые, не просто князья или ханы, были крупные исламские ученые, которые были не согласны с имамом Шамилем. Они говорили, что горцы не должны воевать с Российской империей, потому что у нас нет основного условия для ведения войны для мусульман — это кудра, то есть силы нет, мощи нет у Кавказа такой, чтобы противостоять России. И что имам Шамиль обрекает народы Кавказа на трагедию и на жертвы большие. Были такие ученые. Они были из числа аварского народа, из числа даргинского народа, из числа лезгинского народа, кумыкского, чеченского. Но несмотря на эту критику и несогласие, имам Шамиль продолжал войну. Это был выбор не только его, но и огромного количества представителей народов Кавказа. И если бы это было решение только имама Шамиля, он не смог бы силой заставить народы воевать. Это был общий порыв народов всего Кавказа. И хвала Всевышнему, что во главе этого порыва войны за свободу стали такие образованные люди, как имам Гази Мухаммад, имам Гамзатбек и имам Шамиль. Если бы встали необразованные люди, кавказская трагедия была бы глубже. И поэтому впредь, для того, чтобы не повторялись трагедии, именно поэтому я призываю народы Кавказа резко взяться за повышение уровня образования, ориентироваться на вольные демократические принципы организации кавказского общества и ориентироваться на бесконфликтное развитие, потому что на Кавказе дальше упираться в тупики конфликтного противостояния дальше невозможно. Мы отстаем от цивилизации страшно. Мы останемся в третьем мире, в Средневековье, если мы не выйдем из этих конфликтов на уровень бесконфликтного развития, который открывает перед нами горизонты, совершенно новые горизонты совместного процветания и развития. Вообще, как в целом вы можете, какие итоги можете подвести об окончании Кавказской войны? Я понимаю вот такую зацикленность кавказских народов на этой трагедии, потому что я сам часть этого мира. Я понимаю, какими жертвами далась нам Кавказская война, каких героев-титанов мы взрастили. Да? И эта война еще до сих пор свежа в памяти наших народов. В отличие от войн с монголами, в отличие от войн с персами, эта война еще свежа в нашей памяти. И она будет свежа еще не одно десятилетие. И российскому государству нужно работать очень осторожно с этим уровнем исторического самосознания кавказских народов. Но я предлагаю смотреть на эту войну не как на тупик нашего сознания, не как на крах культуры наших народов, не как на крах кавказской цивилизации. Многие сегодня так подают, что это был геноцид народов Кавказа, преднамеренное уничтожение. Я вам скажу, что царская империя, Российская империя, в отличие от некоторых других государств, не ставила себе целью тотального уничтожения народов. Она ставила себе цель интеграции этих народов. Да? То есть цели тотального уничтожения, просто этноцида, не было. Но раз уже эта война произошла, раз уже эти трагедия эта случилась, раз эти жертвы уже были привнесены, они найдут свой удел у Господа, они найдут свою награду и воздаяние у Господа. Но давайте признаем, что страшные войны были в истории и других народов. Страшные войны были в истории тюркских народов, когда погибало огромное количество населения той или иной
того или иного тюркского государства. Их было огромное количество за всю историю тюркского сообщества. Страшные трагедии были в истории европейских народов, в истории славянских народов, в истории русского народа. Сколько они защищали независимость и свободу русского народа в боях там с немецкими рыцарями, да, со шведами, с монголами. Они выстояли, они понесли большие потери, они выстояли, они развиваются сегодня дальше. Потому что они не упирались в этот тупик и не зацикливали все свое сознание только на своих трагедиях. А сколько трагедий случилось в истории арабов, это и крестовые походы, и нашествие монголов, и уничтожение богатейшей цивилизации в Андалусии, это реконкиста, это полное уничтожение 800-летнего присутствия арабов, мусульман в Испании и 200-летнего пребывания в Сицилии. Каждый народ понес чудовищные потери. Да. Мы не должны сейчас мерить, сколько процентов у нас погибло, сколько процентов у них. Эти трагедии одинаково переживались каждым народом. Но Кавказу нужно выйти уже на новые горизонты. Кавказу нужно понять, что, отталкиваясь от этой трагедии, мы должны думать дальше, с чем мы остались. Да, мы расколоты. Да, огромная часть кавказцев выброшена за пределы Кавказа. Они проживают в Турции, как наследница османского государства. Они проживают в Иордании, в Сирии, в Саудовской Аравии, даже в Израиле. Они проживают в Ираке, проживают на Балканах, где было присутствие, влияние было османского государства. Сегодня они рассеяны в Европе, рассеяны даже в Северной Америке. В государствах Средней Азии после депортации осталось много кавказцев. Давайте смотреть на это как на приобретение. Как на приобретение. Война закончена, итоги подведены. С чем мы остаемся? Наши народы рассеяны, но мы можем иметь через них доступ в тюркоязычный мир, в арабоязычный мир, в Среднюю Азию. Мы должны налаживать связи, мы должны все силы бросить на то, чтобы восстановить связи с частями наших народов, рассеянных по всему миру, чтобы начать собирание наших народов в единое самосознание и развивать экономические отношения. Это сегодня самый главный движитель развития государств, развития народов. И, например, дагестанцы, у которых часть осталась, там десятки тысяч, почти сотни тысяч дагестанцев остались в Средней Азии. Это возможность через дагестанские общины развивать отношения с Казахстаном, с Кыргызстаном, с Узбекистаном, с Туркменией. Такая же возможность есть у адыгов развивать отношения с Турцией, с арабским миром. Это уникальная возможность через своих послов, амбассадоров, да, какими являются наши земляки в различных государствах, брать самое лучшее с каждого из этих государств, привлекать инвестиции, развивать образование, давать детям образование. Допустим, я сегодня могу смело отправлять своих детей получать образование, к примеру, в Казахстане. Или, к примеру, в Азербайджане, где тоже огромное количество дагестанцев проживает. Или отправить их на учебу там, в Турцию или в Западную Европу. И быть уверенным, что за ними присмотрят наши земляки и родственники. Это же богатство, что Кавказ оказался выброшен из ущелий. Да, трагедия, да, потери. Но мы сегодня приобрели присутствие в огромном количестве стран. Вспомнить хотя бы, как адыгская военная элита управляла Египтом. Да? Вспомнить хотя бы, как оказались переселены в Европу чеченцы. Да? Они в массовом количестве переселились туда из-за 2 войн. Сегодня все эти страны оказались для нас открытыми. И наши земляки научились в этих странах получать доступ к благам, к развитию бизнеса, к получению образования, к медицине. Я думаю, что Кавказ сегодня должен развиваться многовекторно, а не жить в таких тупиках своего сознания, продолжая вновь и вновь купаться в этой трагедии, в водах такой горечи и тоски. Кавказу нужно открывать свое сознание и идти дальше.
Вы правильно, вы говорите, проанализировав прошлое, ошибки, Да, надо да, выстраивать да. будущее. А вы видели, мы называем их изгнанники, махаджиры. И когда я, допустим, встречала представителей наших народов, абхазов в том числе, они меня очень сильно поразили. Это были самодостаточные люди, добившиеся очень высоких, больших высот, чуть ли не занимавшие, ну, если не главенствующие, то вторые места в разных странах. Вот, да, пожалуйста, наши люди с Кавказа и генералы, все прекрасно знают, генералы в огромном количестве стран Ближнего Востока, дважды герой Иордании, чеченец, Да. дважды герой. Такого никогда не было в истории иорданского государства. Или вот, пожалуйста, наш дагестанец Реджеп Пекер был премьер-министром Турции, когда еще дагестанцы возглавляли какие-то государства за пределами своей страны. Они очень ярко себя проявляют за Да. границей, это правда. А как можно наладить с ними связь? То есть многие зрители сегодня нас смотрят, у многих внутри есть какой-то порыв. Как правильно себя вести при встрече с ними? Допустим, абхазам и адыгам можно посоветовать дернеки в той же Турции. Общественная организация. Да, это общественная организация. В Египте очень много абазов, я знаю, и адыгов, в Сирии, ну и в ряде других стран. Но кавказцам, то есть как, если мы говорим не о государственном уровне, а о обычных зрителях, которые готовы поехать в другую страну, встретиться с соотечественниками, узнать их, познать себя через них, для них тоже многое откроется. Что бы вы посоветовали, с чего начать? Я бы начал с того, что процитировал слова одного кабардинца, он репатриант, он вернулся из, по-моему, из Турции, он вернулся в Нальчик. Я с ним беседовал на одном из молодежных форумов, он говорит, мы приезжаем на Кавказ, и нам говорят, вы же стали турками, что с вами произошло, посмотрите, как вы себя ведете, как вы выглядите, вы стали турками. Ну там или арабами, там, Ну, если да, из да. Иордании приехал. Я понимаю, о чем вы. А он говорит, а мы смотрим на кабардинцев, которые живут сейчас в Нальчике, в, значит, кабардинских селах, и мы говорим, а вы же стали русскими, посмотрите, как вы выглядите, как вы себя ведете, какой у вас образ жизни. Это, конечно, свойственно всем народам Кавказа. Понятно, что те, кто переселился в Турцию, или те, кто переселился в арабские страны, они приобрели огромный налет турецкой и арабской культуры. Те, кто остался в России, приобрели огромный налет русского образования, русской культуры и русских каких-то норм поведения. То же самое я вот сейчас вижу, лезгины, которые живут в Дагестане, и аварцы, они живут по одним стандартам. Лезгины и аварцы, которые остались в Азербайджане, они даже говорят сейчас на русском языке с азербайджанским акцентом. У них и имена больше на азербайджанский манер, у них даже во время разговора на родном языке они тянут, значит, речь, да, как вот с азербайджанским акцентом. Это естественно, в какой среде ты живешь, ты приобретаешь налет той культуры. И этот налет не должен отпугивать нас друг от друга. Говорит, да, он, посмотрите, во что он превратился, я с ним не буду общаться, он уже не чистый абазин, он не чистый абхаз, он не чистый черкес, он не чистый чеченец, он не чистый дагестанец, к примеру. От этого детского сада нужно отходить. Это наши народы, это часть нашего народа, это часть нашего тела, которая на 150 лет, на 50, на 80 лет оказалась в другой стране. Потом, вы правильно говорите, Эсма, нужно, общаясь с нашими земляками, соплеменниками за рубежом, понимать, что они сохранили такого, чего у нас не осталось. Во-первых, они сохранили более чистый язык, без влияния, скажем, советского такого наследия, да, они сохранили более чистый язык. Вот я разговариваю с лезгином из Стамбула, он потомок мухаджиров, они ушли после Кавказской войны, я вижу, что он сохранил язык намного чище, чем мы. Вот недавно я ездил в Кыргызстан, где в депортации оказалась половина моего рода, половина моего тухума, и огромное количество дагестанцев. Это лезгины, табасаранцы, агульцы, лакцы, аварцы, даргинцы. Они оказались там в депортации в сталинские годы за чрезмерную религиозность, как казалось советским властям. Их выслали, чтобы они не мешали строить советскую власть в Дагестане.
но там они эту религиозность сохранили. И они сохранили более чистым язык. Я удивляюсь, я приезжаю туда, они говорят на сочнейшем, красивейшем лезгинском языке. То есть это осколок моего народа 30-х годов. Каким он был, таким он и сохранился. Естественно, мы должны восстанавливать утраченные пласты своей культуры, да, восстанавливать, перезагружать свою культуру национальную. Мы должны перезагружать свое духовное самосознание. Нельзя говорить, что вот только то, что у нас в Дагестане сохранилось, это и есть исконная как бы костяк нашей дагестанской культуры. Или, пожалуйста, в Абхазии. Потому что огромную часть абхазской культуры мухаджиры унесли с собой. Причем наилучшие. Да, это были как бы, это была элита абхазского общества. И то, что они сохранили, естественно, нужно пересаживать вновь, восстанавливать на почве самой Республики Абхазия и перезагружать нашу культуру. Вот. Кроме того, они же состоялись экономически, да. Они же состоялись политически, карьеру построили. Они имеют доступ сегодня к развитию бизнеса, к развитию межгосударственных отношений. Они имеют сегодня доступ к военной службе. И вот этот обмен опытом, перенятие опыта, это обогащение и без того малых народов Кавказа, вот тем опытом бесценным, который они получили в тех странах, оно поможет нам сделать наши республики намного сегодня сильнее, богаче, и чтобы они эффективнее развивались. Яркий пример, пожалуйста, сегодняшняя Чечня, когда Рамзан Кадыров использует потенциал чеченцев, проживающих в арабских странах. Уж сколько встреч было проведено и с чеченцами Иордании, и с чеченцами Сирии. Он использует через них связи с элитами арабских стран, с Королевским домом Иордании, с Королевским домом Саудовской Аравии, с властями других стран, в том числе и в Турции. Огромное количество чеченцев проживает. И Рамзан Кадыров приезжает и в Турцию, и налаживает отношения с турецкой элитой. Кроме того, чеченцы сегодня баллотируются даже в Европарламент в странах Европы. Они вошли в городские собрания депутатов в тех городах, где они живут. Они баллотируются в национальный парламент, они баллотируются в Европарламент. Это одна из мощнейших политических структур современного мира, Евросоюз. Да? Уже чеченцы там играют одну из заметных ролей. И эти все осколки чеченского народа, они сегодня как единый оркестр, да, как единый ансамбль, они работают на более эффективное развитие Чеченской Республики. И каждая республика Кавказа может это повторить. И она обязана это повторить, потому что если мы отвергаем наших мухаджиров, если мы отвергаем наших депортированных земляков и соплеменников, это приведет к умиранию, угасанию нашего народа. Почему? Потому что народ не может жить наполовину разрубленный. У меня половина народа живет в Азербайджане, у меня значительная часть народа выселена в Кыргызстан, у меня значительная часть народа осталась в Турции после хиджры. То же самое, пожалуйста, еще больше это касается адыго-абхазского пространства. Большая часть, значительная часть, во много раз большая часть адыгов и абхазов проживает сегодня на Ближнем Востоке. И через обогащение нужно добиваться нового уровня развития наших народов, но не через противостояние, не возвращаясь к тому противостоянию, которое было в XIX веке. Ведь Россия именно этого боится. И государства Закавказья тоже боятся, что вновь будет перезагружено такое противостояние друг с другом. Я считаю, что от этого нужно уже уходить и нужно переходить к новому уровню развития, когда мы работаем на большее процветание, обогащение, безопасность тех государств, в которых проживают наши земляки. Это Россия, это Абхазия как независимое государство, это Азербайджан, где живет большое количество представителей дагестанских народов, это Грузия, где проживают чеченцы, проживают дагестанцы, проживают осетины, и в том числе абхазы. Находясь там, я чувствовала одно такое качество, которое здесь на родине, на исторической родине было утеряно. Самодостаточность. Там на опережение друг друга хвалят, это то, что я видела из собственного опыта. Здесь испытывают ревность, зависть. Да, я не хватило мужества мне произнести этих слов. Нет, это присутствует на Кавказе. Это эти детские обиды друг на друга. Это, понимаете,
Если бы я смотрел глазами лидеров Кавказа XIX века на то, что сегодня творится, Шок, да? пожалуйста, посмотрите на черкесов и на карачаевцев. Они спорят о том, чья лошадь. Да. Не знаю, азербайджанцы и лезгины спорят о том, там, я не знаю, чье какое-то там произведение искусства, там, или Низами Ганджеви, кем он являлся, или Феталихан Кубинский, к примеру, да, кем он являлся. Послушайте, для наших героев, для глыб того времени этих вопросов не существовало, потому что они были мужами другого уровня. То есть они Вы же говорили, даже с противниками они вели себя Конечно. достойно, не то, что друг с другом. Они были мужи другого уровня, которых беспокоили, волновали задачи более высокого уровня ответственности. Как обеспечить развитие своих народов, как защитить их достоинство, как защитить духовные ценности. Послушайте, о том, чья лошадь, я заранее прошу прощения у братьев черкесов и карачаевцев, спорят дети в песочнице, чья это игрушка. Мы должны дальше уходить от этого и обеспечивать новые горизонты развития. Пожалуйста, вот возьмите лезгинов там и азербайджанцев, которые спорят о том, кем был там Низами Ганджеви. Конечно, азербайджанцы будут утверждать, что он азербайджанец, потому что он творил на территории современного, уже на территории, входящей в современный Азербайджан. Но я вас уверяю, я обращаюсь и к азербайджанцам, и к лезгинам. Перед Низами Ганджеви этот вопрос вообще не стоял. Он никогда не ставил вопрос, кто он по национальному происхождению, потому что в те годы этого вопроса не существовало. Они были просто мусульмане, которые могли творить на тюркском языке, могли творить на персидском языке, могли изучить языки народов Кавказа, и на них тоже говорить. Никакого противоречия у них в этом не было. Пожалуйста, в Дербенте огромное количество народов могло жить, и проповедников. Вот мы сегодня говорим, в Дербенте жил один из наставников Салахуддина Аюби. Кем он был по национальности? Да какая разница, кем он был? Он не ставил перед собой этот вопрос. Он не был ни лезгином, он не был ни тюрком, он не был ни курдом, ни арабом. Он был просто мусульманином, который где нужно использовал арабский язык, где нужно использовал, может быть, тюркский язык, где нужно он переходил на языки народов горских, которые обитали вокруг, там, лагзанский язык, допустим, древний праязык, да. Это было совершенно другое сознание. У них не было разделения на национальность. Разделение на национальности придумали в Европе в XIX веке, и потом уже царская и советская власть навязали Кавказу. До появления царской и советской власти на Кавказе разделения на национальности не было. Многие национальности сформированы, сконструированы советским государством, советскими властями. Например, вот сегодня споры идут, азербайджанский народ создан советскими властями или не создан. Да, были тюркские ханства, да, были азербайджаноязычные владения, но единый цельный конструкт политической нации был сформирован в советский период. То же самое произошло с русским народом. Русский народ был, скажем, набором княжеств, говоривших на одном славянском языке, да, восточнославянском. И в более поздний срок русский народ был собран как политическая нация. То же самое произошло с аварским народом, то же самое произошло с формированием народов Западного Кавказа. То есть они конструировались по западным лекалам nation state, нация-государство, именно в советский период. И здесь нет ничего обидного ни для азербайджанцев, ни для абхазов, ни для грузин, которые тоже были как нация созданы именно по лекалам западным царскими властями, а потом уже советскими властями. Но в XIX веке, тем более в XVIII, XVII, вообще этих вопросов не стояло. Поэтому делить это черкесское, это карачаевское, это азербайджанское, это лезгинское, это абхазское, это грузинское, на мой взгляд, бесперспективно. Было время, когда это было общее пространство. Переходя с языка на язык, с азербайджанского на лезгинский, с лезгинского на аварский, с аварского на чеченский, с чеченского там на грузинский, с грузинского на осетинский, с осетинского там на, не знаю, сванский. Это было единое пространство вот таких вот, знаете, да-да-да, друг на друга замыкающихся соседних народов. Никто не ставил вопрос
Вот ты сегодня говоришь на сванском языке или ты говоришь сегодня на табасаранском языке. Ты что, изменил своей национальности? Не было такого. Язык служил просто для удобства коммуникации, для обмена знаниями, для обмена опытом, для лучшего понимания друг с другом, для ведения торговли. Никакого противоречия не было национального, которое заложено было в советский период. Яркий пример я приведу. Вы прекрасно знаете, что в Турции и в арабских странах всех кавказцев называют черкесами. Да, я знаю. Вот представьте, на Кавказе сегодня всех назовут черкесами. Что тут начнется? Я иногда пытаюсь это объяснить, Да. и начинается массовая истерия. Свара. Почему Свара. сразу... Да, Да. почему сразу надо это воспринимать в штыки? Ведь я пытаюсь поделиться информацией, которая будет пользой тебе. Я Да. не пытаюсь украсть то, что тебе принадлежит. И вот представьте, была такая смешная история, да, турки, арабы для удобства всех называют шаракис. Шаракис с арабского это черкесы. И есть кладбище, вот в Турции, в Иордании есть черкесские кладбища, где похоронены все кавказцы. Да. Похоронены все кавказцы, и всех считали, единым словом называют черкесы. Это только после 2 чеченских войн начали выделять отдельно чеченцев, потому что чечен, шишан прозвучало. До этого всех называли черкесами. И царская империя тоже так поступала. Она пришла на Кавказ, сначала всех назвала татарами. Там закавказские татары, обширонские татары, дагестанские татары, там, вот эти вот карачаевцы и балкарцы тоже татарами их называли. Пожалуйста, почитайте Толстого, он там «Кавказском пленнике», он про аварцев пишет, что они татары. Всех называли татарами. То же самое на Ближнем Востоке. И вот карачаевцы едут искать могилу своего предка, который вышел в хиджру и там скончался. Они приходят на его кладбище и видят, что над кладбищем написано «Макбара Черкасия», то есть черкесское кладбище. Вы представляете, какой удар по сознанию этих ребят был нанесен? Они выросли вот в Карачаево-Черкесии, где это национальное разделение является смыслом существования. Основа, да. Стенка на стенку в Черкесске дрались черкесы с карачаевцами в 90-е годы. Это чудовищное наследие Советского Союза, который разделил нас, противопоставил и сделал врагами, в то время как Аллах Всевышний говорит, величайшая милость Всевышнего в том, что Он сделал вас братьями, чтобы вы полюбили друг друга. Аллах разделил нас на народы и племена не для противостояния, не для того, чтобы мы возгордились. Это аят из Корана. Аллах Всевышний говорит, я разделил вас, я сделал вас народами и племенами. Слово «разделил» не используется. Я сделал вас народами и племенами для того, чтобы вы познавали друг друга, а не кичились, не возгоняли свою гордыню. Вот узнавая друг друга, обогащаясь друг от друга, беря лучшее друг от друга, мы, как единое пространство Кавказа, народы Северного Кавказа, азербайджанцы, грузины, несмотря на все обиды, я понимаю, были войны, было противостояние, мы сегодня должны стремиться к большему раскрепощению, мы должны стремиться к обогащению друг друга тем опытом, который получил каждый из наших народов. И вот видите, яркий пример, пожалуйста, война в Карабахе, она болезненно переживается, конечно, армянской стороной, но она стала плодом победы самого азербайджанского народа, плюс талышские народы, ираноязычные, плюс народы, которые говорят на дагестанских языках. Горный спецназ Азербайджана в огромной степени состоит из народов, говорящих на дагестанских языках. И передовыми отрядами горного спецназа, который брал Шушу, командовал лезгин, полковник Тигран Менсимов. Это яркий пример того, как мы, мудро используя лучшие качества друг друга, можем укреплять собственные страны. Пожалуйста, та же самая Турция или арабские страны, у них все военачальники полководцы кавказцы. Сегодня у нас на ведущих позициях тоже кавказцы, и в российской армии тоже. Генерал Евкуров, там, генерал Аушев, пожалуйста, генерал Мурадов, который командовал миротворческим контингентом в Карабахе, табасаранец. Сколько у нас героев, сколько у нас спортсменов, сколько у нас ученых, конструкторов. Сегодня пришло время сотрудничества, прошло время войны и противостояния. И те
национальные активисты Северного Кавказа, Южного Кавказа, которые продолжают бодаться друг с другом за не стоящие вообще вопросы, как дети в песочнице, они тормозят развитие наших народов. Один из любимейших наших президентов, первый президент Абхазии Владислав Арцев рассказал однажды такую фразу: «На Кавказе война больше, чем война». То есть он, скорее всего, имел в виду, что любая война оставляет тяжелый след и глубокие раны. Да. Но из-за нашего вы могли бы... Вы знаете, на Кавказе война, понятно, это больше, чем война. Вот я как понимаю эту фразу. Есть народы сегодня, которые повоевали и разошлись, да? Подрались и разошлись. Вот, например, русские ребята удивляются. Мы можем подраться, набить друг другу морду даже в пьяном состоянии, а потом завтра продолжить общаться, как ни в чем не бывало. Для кавказцев война и драка – это нечто большее. Это, вы знаете, война – это поклонение. Вот для мусульманина, для истинно верующего, в том числе для христианина, все, что он делает, это поклонение. И мирная жизнь, воспитание семьи, посещение храма – это поклонение. Но война, в которой ты не приступаешь законы, ты не приступаешь границы дозволенного, ты не глумишься над трупами своих врагов, над телами своих врагов, ты не сжигаешь сады и посевы, ты не нарушаешь неприкосновенность храмов, какой бы он там религии ни относился, ты не трогаешь женщин, ты не трогаешь детей. Соблюдение всех этих предписаний – это поклонение. Для нас, для истинно верующих, что бы мы ни делали, это поклонение. Потом хранение памяти об этой войне, об ушедших предках, о погибших героях, о нанесенных ранах, о страшных испытаниях. Передача этой всей исторической памяти – это тоже поклонение, это воспитание, это верность родной кавказской традиции. И именно в этом недопонимании между русским народом и кавказскими народами. Почему вы так долго храните эту память? Почему вы так к драке относитесь, как будто вы должны умереть в этой драке или убить того, с кем вы деретесь? Кавказец с головой бросается во все, что он делает. Известное выражение: не вытаскивай кинжал без нужды. Но раз вытащил, бей. Это предписание вековое. Оно было страховочным механизмом. Это не агрессия кавказцев, это не его злость и ненависть. Это страховочный механизм. Не доставай кинжал. Вот любая твоя вспышка гнева не должна приводить к тому, что ты достанешь кинжал из ножен. Потому что если ты достанешь, ты должен ударить. А если ты ударишь, прольется кровь. А если прольется кровь, она 150-200 лет будет отзываться трагедией в жизни твоей семьи, потому что начнется кровная месть и в жизни той семьи. То есть это был страховочный механизм от того, чтобы не пролилась первая кровь. Не доставай кинжал. Это главное кавказское требование. Но если ты достал, будь мужчиной, бей. Не вкладывай его обратно. А сегодня понимание этого стерлось. Почему нужно было так жестко следить за тем, тормозить самого себя, обуздать свои эмоции, чтобы не доставать кинжал? Сегодня это стерлось, кавказцы очень быстро бьют, а потом удивляются, как жестоко приходится расплачиваться за эту кровь. По 20 лет, по 10 лет дают, семьи ломаются, разводы, дети растут без отца. Сегодня кавказцы недопониманием традиций своих отцов, недопониманием ответственности перед Господом, перед семьей, страной, народом, они запускают длинные трагедии. Ломку судеб запускают они, да, сами попадая в тюрьму, разрушая свою семью, там, лишая детей отца, родителей лишая своего сына, да, они запускают длинные цепочки трагедий. Это опять-таки непонятно русскому народу, грузинскому народу, армянскому народу, азербайджанскому народу, которые же давно живут уже в других реалиях. И нам сегодня, кавказцам, нужно возродить это понятие ответственности перед Господом, перед своей семьей, поскольку забота о своей семье – это самое главное, что мы должны делать после того, как поклоняемся Всевышнему, да? И поддержание добрососедских отношений, с кем бы рядом мы ни жили. Это основные предписания для верующего человека. Поэтому, сохраняя такую внутреннюю напряженность кавказской культуры, решимость и справедливость верующего человека, мы должны возвести на прежнюю высоту ответственность за
то, что мы делаем, и какие плоды, какие результаты придут после этого нашего шага. Почему в мире так часто муссируется вопрос псевдоисламского экстремизма, терроризма? Можно ли утверждать, что кто-то целенаправленно пытается создать образ врага в лице мусульман? Конечно. Никакого исламского экстремизма, терроризма не существовало до 20 века, пока Западная Европа не начала использовать фактор устрашения мусульманами всех окружающих народов. Она начала манипулировать образом ислама. Она начала пугать мусульманами соседние народы. Она начала создавать какие-то секты радикальные, экстремистские внутри мусульманского мира, втягивая туда молодежь и пугать ими окружающих. Никакого экстремизма, терроризма, радикализма не было исторически в исламском мире. Это абсолютно западное изобретение. Террор использовался большевиками, меньшевиками, эсерами, использовался европейскими революционерами против своих правительств. Они начали взрывать бомбы, они начали убивать политиков, они начали пугать, запугивать остальную часть населения этим кровавым революционным террором. Из революций, французской революции, русской революции, российской революции вырос террор. И потом его начали навязывать мусульманам. До этого ни во время крестовых походов, ни во время взятия Константинополя, ни во время взятия Мекки, ни во время прихода мусульман на Кавказ или в Среднюю Азию никакого террора не было. Да, были войны с передовыми отрядами, а потом было мирное просвещение. Никакого целенаправленного подрыва, уничтожения, устрашения населения не было. Поэтому экстремизм, терроризм – это абсолютно навязанные мусульманам раковые опухоли, от которых мы должны избавляться все вместе. Искренне верующие, вместе с чиновниками, вместе с представителями всех иных конфессий. Конспирологи утверждают, что в мире существует единый центр, который диктует условия развития человеческой цивилизации по определенному сценарию. Этот центр называют единым мировым правительством, закулисьем, глубинным государством. Как вы думаете, так ли это? Если да, то какая это глобальная структура, которая влияет на мировые процессы, на ситуацию в России в том числе? Это модная тема, связанная с масонами, связанная с влиянием евреев на управление мировыми процессами, связанная с влиянием, как Гейдар Джемаль говорил, аристократического такого клуба, который вместе, значит, королевский дом Британии, королевские дома там других стран принимают единые решения по управлению миром. Я, конечно, убежден в том, что существуют некие силы влиятельнее правительств. Я убежден в том, что есть силы влиятельные правительства США. Я убежден в том, что есть силы влиятельные правительства Израиля, что есть силы влиятельные правительства западноевропейских государств. Но это уже давно не масоны, потому что масоны уже сыграли свою роль. Это не только евреи, потому что в этот клуб входят представители англосаксонской элиты, немецкой элиты, арабской элиты в том числе. Я считаю, что сейчас формируется новый уровень вот этих глубинных государств, которые еще в мировое правительство пока не вылились, но deep states, то есть глубинные государства, которые в глубинах, недрах каждой страны существуют, и они никогда не появляются публично, а только используют президентов как ширму, оно существует. Я этого не исключаю, потому что за спиной Байдена, Трампа, Буша стоят более влиятельные силы. И за спиной европейских политиков тоже стоят более влиятельные силы, которые могут вплоть до устранения президентов, физической ликвидации президентов, неугодных, брать на себя такие спецоперации, которые могут сталкивать народы друг с другом, которые могут играть в терроризм. В Западной Европе, пожалуйста, в середине 20 века террор был обычной практикой, когда эти влиятельные силы пугали этим террором красных бригад, пугали правительство Франции, правительство Греции, чтобы они ни в коем случае не допускали прихода коммунистических, социалистических партий к власти. А кто эти красные бригады были? Это были наемники, которые
под красными флагами совершали теракты, чтобы напугать население красной угрозой, чтобы не голосовали за коммунистические партии. Это все существует. Россию тоже пытались включить в контур вот этих вот тайных операций, войн, подстрекательств, но мы должны сообща разрывать этот контур и брать управление своей страной в свои руки, в руки тех народов, которые проживают на территории Российской Федерации. Всем известно, что Кавказ представляет очень большой интерес для многих регионов, многих стран. На ваш взгляд, какие страны коалиции на сегодняшний день проявляют интерес к Кавказскому региону? Каковы их устремления, каков клубок противоречий и зачем им Кавказ? Ну Кавказ это, скажем, неограненный алмаз, я уже даже стихами начинаю говорить, да, это стратегическая высота, с которой можно контролировать соседние страны. Понятно, для чего был России Кавказ, да? Вообще экономически он России не выгоден. Был исторически. Это груда голых скал, которые нужно постоянно поддерживать, подпитывать там финансами, охранять эти рубежи, успокаивать мятежи и так далее. России нужна была Грузия, и России нужны были долины Закавказья, которые сегодня составили оплот, костяк азербайджанского государства. А это дикое пространство, оно вообще незачем было России. Но оставлять внутри своей территории такой неподконтрольный анклав царская империя не могла. Поэтому она привела его в подчинение, и она с этого Кавказского хребта контролировала соседние пространства. То есть он важен для любой страны как в военно-политико-стратегическом отношении, но не в экономическом. И сегодня, естественно, на Кавказ устремлены взоры многих держав. В первую очередь, конечно, Турция, потому что для Турции Кавказ был сферой исторического влияния. То есть возвращение влияния Турции на Кавказ – это возрождение величия османского государства. И для турок это как бы доминанта их политического самосознания. То же самое Иран. Иран много столетий распространял свое влияние на Кавказ. Для Ирана возвращение в сегодняшний Азербайджан, в сегодняшнюю Грузию, Армению и даже на Северный Кавказ, не включение в свой состав, но просто распространение влияния, говорит о возрождении величия персидского государства, иранского государства. Огромный интерес к Кавказу питает Британия. Вот, хотела спросить. Огромный интерес к Кавказу. Сейчас. Для американцев, вы знаете, Кавказ это всего лишь разменная монета. Американцы никогда Кавказом не занимались в своих стратегических играх. Но Британия это другое дело. Британия сегодня пытается независимую политику от США вести и возродить прежние сферы влияния Британской империи. Уже по другим принципам, по другим законам, но она хочет возродить свое влияние в арабском мире, свое влияние на Юго-Восточную Азию, свое влияние на Среднюю Азию, в том числе на Афганистан. Вы увидите, сейчас британцы на опережение начнут работать в Афганистане, восстанавливая свое влияние. В том числе Британия хочет восстановить свое влияние на Кавказе. Не зря британские НПО проводят здесь столько мероприятий, в том числе и в Грузии проводят, и в Азербайджане, и в Армении. А можно ли дестабилизировать Россию через Кавказ? Насколько это легко? Вы знаете, любой конфликт на Кавказе, конечно, приведет к дестабилизации ситуации в стране. Мы видели это на примере двух чеченских войн, на примере осетино-ингушского конфликта, на примере грузино-осетинского конфликта, грузино-абхазского конфликта. Это все очень больно бьет по России. Да. Естественно, России нужен мирный Кавказ. И я бы посоветовал народам Кавказа, если вы хотите мирное развитие региона, если вы не хотите повторения трагедий, подобных Чеченской войне, подобных осетино-ингушскому конфликту, подобных осетино-грузинскому или абхазо-грузинскому конфликту, давайте стараться найти 99 путей для мирного разрешения возникающих конфликтов, и только один пусть останется — это противостояние, когда уже безвыходная ситуация. Давайте учиться не с войны начинать, не с конфликта, а использовать 99 различных подходов, методов, технологий для того, чтобы решить накапливающиеся противоречия мирно. И не допускать того, чтобы нас провоцировали
внешние силы. Потому что любая внешняя сила, которая хочет добра Кавказу, из любого другого государства, пусть заходит на Кавказ с инвестициями, пусть заходит с образовательными программами, с медицинскими программами, пусть заходит с программами культурного обмена, пусть заходит с программами совместного развития, но не с программами противопоставления нас друг другу или тем государствам, в которых мы живем. То есть не нужно противопоставлять народы Северного Кавказа сегодня российскому государству, не нужно противопоставлять сегодня народы, говорящие на дагестанских языках, азербайджанскому государству, не нужно противопоставлять чеченцев и аварцев грузинскому государству, не нужно, хватит конфликтов для Кавказа. Давайте подталкивать и в том числе говорить с внешними силами, чтобы они заходили в наши республики, регионы только с программами развития и добрососедских отношений. Руслан, вот как вы считаете, стабильный Кавказ может быть положительным фактором не только для России, но и для Ближнего и Среднего Востока? Конечно. Кавказ, вообще, если посмотреть на карту мира, не с точки зрения государства, а с точки зрения, где находится центр напряжения воли человеческой, это Кавказ. Это Афганистан, это Балканы и Палестина, 4 региона, где мужская воля, женское целомудрие и женская жертвенность и поддержка ими мужественных мужчин позволяют сохранять вот это вот напряжение исконной культуры. И, естественно, Кавказ, как сгусток энергетики человеческой, сгусток человеческой воли, а также тяги к справедливости, божественной справедливости, какой бы религии ни придерживались наши народы, он является эпицентром Евразии. И, к сожалению, Кавказ этот свой потенциал никак не использует. Это, знаете, как атомный реактор всей Евразии, значительной части Евразии. Понятно, таких реакторов я 4 назвал. Это Афганистан, это Кавказ, это Балканы и это Палестина. Эти 4 атомных реактора, они вообще запускают все политические процессы и даже конфликты в Евразии, если этой энергией не управлять как следует. Нам нужен мирный атом, нам нужно, чтобы все эти 4 атомных реактора работали на развитие, на то, чтобы они обеспечивали эффективное развитие образования, медицину, отношений между народами в своих странах и в соседних странах. Вот если мы сможем обуздать атомную энергетику Кавказа и направить ее в мирное русло, и не допускать больше конфликтов и аварий на нашей атомной электростанции Кавказской, да, то мы сможем обеспечить устойчивое развитие наших народов на долгие века вперед. А вот вы однажды просто сказали, мы не способны рассчитывать шаги конкурентов на 2-3 шага вперед, и мы постоянно попадаем в расставленные ловушки. Вот стойкая черта кавказцев. Мы чемпионы мира по регулярному попаданию в одни и те же ловушки. То есть, абсолютно точно. Нас ничему не учит пример предыдущих поколений. Это тоже вы сегодня озвучили. Как сломать эту инерционность мышления, неспособность обучения на чужих ошибках или даже на своих. Самое первое, что нас подводит кавказцев, это эмоции. Мы не умеем управлять эмоциями, не умеем анализировать. Нас подводит чрезмерная эмоциональность, несдержанность и отсутствие глубокого знания. Кавказцы прежних поколений обладали знаниями, они получали глубокие знания, это позволяло им принимать стратегически правильные решения. К сожалению, наше поколение оказалось необразованным. Мы потеряли образование дореволюционное, и мы потеряли образование советское. И вот эта страшная необразованность, невежество кавказской молодежи, несдержанность, эмоциональность приводит к повторению вот этих страшных кавказских трагедий. Но послушайте, возьмем, к примеру, кавказского абрека или кавказского охотника, который выходит на опасное предприятие, на опасный промысел, или на охоту, или там в абреческий поход какой-нибудь, ему ставят западню, или его недруги, или там он постоянно падает в одну и ту же берлогу, и его медведь раздирает в клочья. Будет он эту ошибку повторять второй раз? Нормально. Не будет, конечно, нормальный человек не будет это повторять, зная, что здесь западня. Ну почему наши народы вдруг оказались в таком состоянии, что у них отключено сознание, отключен аналитический подход, и они раз за разом попадают в одну и ту же берлогу медведя, в одну и ту же западню, которая расставляет недруги. Ну почему не научиться обходить их? Почему не научиться
выйти из леса и на более высокий уровень, на более широкий простор, чтобы обеспечить развитие собственного народа, вытащить его на новый уровень и обеспечить более доверительные, эффективные отношения с соседними народами и государствами. Я бы хотела завершить наше интервью, но последними словами в этом интервью пусть будут ваши пожелания, наставления кавказцам. Дорогие наши земляки, кавказцы, я не разделяю кавказские народы на горские и равнинные. Я не разделяю на тюркские и исконно горские. Да? Я не разделяю на славянские даже, поскольку русские тоже часть Большого Кавказа. Я не разделяю Северный Кавказ и Южный Кавказ, потому что мы все сыновья одной цивилизации, мы все сыновья одной культуры. И какой бы мы религии ни придерживались, в каком бы мы государстве ни жили, я искренне прошу Всевышнего, общего Всевышнего для всех нас, единого Творца, чтобы Он, наконец, дал нам разум, дал нам достаточное знание и глубокую убежденность в том, что мы должны, обязаны и мы сможем найти друг с другом общий язык и построить мирный Кавказ без конфликтов. Мы сможем найти эту модель, в которой, как в Евросоюзе, между народами Кавказа, государствами Кавказа границы будут призрачными. А обмен технологиями, знаниями, финансами, семьями, гостями, туристами будет только способствовать обогащению наших государств. Только в этом залог развития, успешного развития всех наших государств. Но как только любое из государств, будь то Азербайджан, Армения, Грузия, Абхазия, Осетия или народы Северного Кавказа, Россия, упирается в какой-то конфликтный тупик, это будет тормозить развитие наших народов. Я призываю азербайджанцев, армян, грузин, абхазов, осетин, все народы Северного Кавказа, в том числе и российское государство, бросить все силы на то, чтобы разблокировать сегодняшние конфликты и вывести наши народы и наш благословенный край на более высокий уровень развития. Мира вам, благополучия, процветания и здоровья. Спасибо. Искренне благодарю за интервью. Спасибо.